Всем привет, дорогие друзья! Я рад вас приветствовать на нашем с вами канале. И сегодня у меня есть большое желание поговорить на тему верующий человек и неверующий человек. В чем же разница? Верующий человек – это осознанный человек. Прежде всего, он осознает, что он делает. Или, по крайней мере, он стремится осознать и научиться, как разумней, мудрее поступить для него и как разумно жить с окружающим миром. Это человек верующий. Человек неверующий – это как человек без законов. Имеет ли человек жить так? Да. Он имеет право делать все, что хочешь. Неверующий человек может и убивать, и совершать глупости, и расстройства, и... Ну, все, что хочет, он может делать. По отношению к другим людям и по отношению к себе. Потому мы здесь и находимся. У нас у каждого есть свобода выбора. Почему верующий, осознанный человек может пребывать в счастье? Ответ очень прост. Потому что верующий, осознанный человек не нарушает законов физического и духовного мира. А если нарушает, он старается исправить это. Это очень нелегко. Это надо вся жизнь, чтобы прочувствовать жизнь своими ощущениями, общением с другими людьми, с природой. Это все кропотливая работа длиною в жизнь. Порой мы можем увидеть не все в себе. Но благодаря стечению, общению с другими людьми, мы можем выявлять те или иные слабые места в нашем сознании и в нашей вере, в наших поступках, в нашей осознанности. У осознанного человека, я повторяю, это как, знаете, это не слабость. Я считаю это силой. Я лично так считаю, что это сила. Потому что человек может силой воли и кропотливым трудом научиться в течение жизни не осуждать, не обманывать, не лжесвидетельствовать, не обижаться, не мыслить плохо. Но вы поняли, все эти примитивные, базовые настройки. У него хватает силы, чтобы преодолеть это в самом себе. По отношению к окружающему миру и к себе же. Он берет за это ответственность. Он берет ответственность за свои поступки, за свои мысли. Неверующий человек – это человек без правил. Он даже может жить разумно. Совершенно разумно может жить. Даже не совершать глупых поступков, но в мыслях может совершать. А это одно и то же. На энергетическом уровне это одно и то же. Матушка Земля, ее энергия, для нее нет разницы, вы думаете или действуете. В энергетическом мире это все одно и то же. На одних весах. Соответственно, неверующий человек – это безответственный и слабый, подчеркну. Это слабый человек. Очень слабый. У него не хватает силы воспитать себя. Воспитать и научить. За других я уже не берусь. Это слабая личность, неверующий человек. Это как в физическом мире, знаете, вот сильный человек физически, он должен трудиться, заниматься постоянно. Слабый человек ничего не делает.
его там устраивают. Это неплохо, я не осуждаю его. Я просто говорю, где сила, а где слабость. Верующий человек – это сильный. Но красота в этом мире, если вы можете соблюдать вообще золотую середину, это быть и физически сильным, и духовно сильным. Это просто прелесть. Я так думаю. Это мое индивидуальное мнение. Я не претендую на истинность, но я это вижу так. Верующему человеку помогает Творец, он слышит его. Неверующий не может слышать. И не потому, что Творец, энергия, жизнь, это одно и то же. Не помогает ему. Она помогает каждому. Просто неверующий человек не может слышать. И не то, что это слово «верующий», потому что он не соблюдает законы физического мира. Здесь есть законы, понимаете? Они установлены для всех одинаковые. Как и планеты. Планеты не гуляют туда-сюда. Кто куда хочу верчусь, хочу не верчусь вокруг Солнца. Вы поняли? Есть законы. Причем они жесткие законы. 24 часа в сутки. Это закон. Это не прихоть. Это закон. Есть год. 364, через сколько у нас там дней? 365. Это закон. Также есть законы в физическом, в общении, в соблюдении в физическом мире, в течение жизни для вашей души, для вашего тела. Соблюдающий закон живет счастливо. Прежде всего, он живет счастливо в душе и физически. Для него открыты ворота познания жизни. Неверующий, для него закрыты знания, прежде всего, знания, которые делают его счастливым. Неверующий может создавать иллюзию счастья. Он может покупать, у него там может быть, я не знаю, там телефоны, машины, яхты. Там стремятся, особенно это стремятся всегда, кто не хочет трудиться. Они хотят все сразу и бесплатно. И чтоб им дали. Это неверующие. Потому что они не верят и не понимают правил жизни. Они хотят все легко, бесплатно, и чтобы не причинить себе никакого труда и не вспотеть. Возможно так, возможно. Но это выбор каждого. Неверующий всегда будет несчастлив, потому что он не чувствует божественной любви. Как бы он ни играл на публике, каким бы ни был артистом этот человек по отношению к другим, если у него нет веры, если он не трудится над собою, он не будет никогда счастливым поистине. А это ощущение божественного состояния любви в своей душе по отношению к себе и к другим людям. Невозможно человека полюбить, если у человека нет веры. Он не умеет любить. Он только создает видимость. Но при этом он может думать, что он любит, но при этом он не может не ощущать ничего. Выполнять машинальные движения. Ты мне, там, я тебе, вот такое. Но без физических, эмоциональных ощущений любви. А это как кушать сахар и не чувствовать сахара. Что-то вот в этом роде. Желаю вам всем, чтобы вы были разумными, осознанными и стремились к знаниям и познаниям прежде всего себя. Не меня, а себя. Я всех уважаю, люблю и обнимаю. Прекрасного вам дня!